Всем привет! Сегодня 6 ноября, уже как бы зима не за горами, поэтому проводим последние заключительные работы на винограднике. Значит, что у нас осталось? Влагозарядный полив. Не все понимают, для чего он нужен, но для тех, кто не понимает, в принципе, я объясню. У кого суховатый климат, осень суховатая, в принципе, влагозарядковый полив обязателен, потому что если земля будет сухая и будут морозы без снега, то в принципе корневая система может сильно подмерзнуть. Если мы сделаем влагозарядковый полив, или влагозарядковый, кто как называет, земля хорошо пропитается влагой, и при морозах прихватится корочка льда, корочка земли верхняя, и она будет в принципе предохранять корни от промерзания. В любом случае влагозарядные я делаю, раньше не делал, у нас климат очень был влажный и не было смысла, потому что по осени всегда ходишь, особенно в ноябре, ходишь и под ногами просто хлюпает. И я раньше этого не делал. Последние годы, особенно прошлый год, очень был сухая была осень, очень мало было дождей, поэтому я вот последние годы стал это делать. У кого песчаные почвы, они это делают каждый год, потому что песчаная почва, она более рыхлая, мороз больше туда проникает, вода не задерживается, она проваливается, поэтому там лучше вообще делать, наверное, буквально перед самыми морозами. У меня земля с углинок, поэтому, в принципе, вот сегодня на 6 ноября я сегодня это сделаю, в принципе, мне хватит. У нас, если уже льет, то 2 дня, 3 дня такой моросящий, земля, в принципе, хорошо пропитывается. Она сейчас влажная, как бы проблем нет, но не настолько влажная, что прямо вот уж сыпется. Обычно берешь, она прямо вот как кусок глины. На сегодняшний момент все равно я сделаю влагозарядный полив. Вреда от этого точно не будет. Я перестрахуюсь, неизвестно, будут у нас дожди, не будут. Скорее всего, будут и нехилые. В ноябре у нас обычно идут. Но раз я уже здесь, я как бы заключительные работы здесь какие-то провел, поэтому мне не лень вот взять, просто тупо положить шланг. Взял, включил, положил на 2 минуты, на 3 минуты, на 5. Кто как, у кого как есть время. Сколько кустов пробежались, занимайтесь своими делами, кинули, пошли. Кинули, пошли. И вот так вот приямочек, лунок у кого-то может быть есть. В общем, я ею не пользуюсь. Есть поливочные трубы, можно в принципе через них. Они прямо в корень попадают. Но у меня поливочные трубы, они не работают. Потому что у меня постоянно роют кроты. Вся влага или вся кормежка, которую я через трубу заливаю, она уходит непонятно куда. Поэтому я этими трубами не пользуюсь. Они уже у меня прикорели. Я их буду вообще доставать, выкидывать в дальнейшем. И новые посадки, в принципе, у меня все идут без этих труб. Значит, вернемся опять к поливу. Значит, влагозарядный полив. Все в лунку. Сколько влезло воды, столько влезло. Главное, вот основной ком, основная корневая будет полита, это уже будет хорошо. Если у вас не супер влажный климат, то поливать, я считаю, необходимо. Если вы в каких-то, я не знаю, в очень влажном климате, ну не знаю, по-моему, влажнее, чем Беларусь, наверное, в постсоветском пространстве ничего нет. Но в последнее время у нас даже у нас стало сухо. Поэтому делать это, я считаю, обязательно. Ну, тут в любом случае решайте сами. И что на сегодняшний момент у меня осталось? Значит, у меня все обрезано. Я все лозы, которые будут в следующем году у меня, которые будут нести урожай, я их полностью, рукава, все лозы я пришпилил вот такими шпильками, проволоками. Любыми шпильками. Некоторые берут старые лозы, перегибают, ими пришпиливают. В общем, чем-нибудь пришпилить, чтобы было пригнуто к земле. И потом я когда у нас морозики пройдут, такие по 5 градусов примерно будет удерживаться заморозки, когда прихватит корочка земля, тогда я приеду и буду укрывать. Я этот каждый год так делаю, в принципе. Ну, результатом я доволен. И буду накрывать по нижней проволокой дарнитом. У меня видео есть на канале, как это делается, что. Ну, в принципе, возможно, в этом году опять приеду и опять покажу. Поэтому, ну, вот как-то так. В общем, у меня к укрытию сейчас все готово. Все, влагозарядковый у меня проведен полив. Влагозарядный, лозы обрезаны, пришпиленные. Все, на сегодняшний момент, я считаю, сезон уже по сути закрыт, осталось только укрыть виноград. Ну, те, кто укрывает землей, конечно, они уже должны сейчас укрывать. Они проводят влагозарядный полив и укрывают землей. Потому что когда земля уже подмерзнет, они не смогут его укрыть. Кто делает сухое укрытие, ну,
Вот так сделали, пригнули, все. Если поздно пригнуть, когда будет лоза, когда приморозит, лоза может поломаться. Поэтому лучше пришпилить к земле сейчас, пока нет морозов. И все, ждем таких более-менее минусовых температур, когда... Для чего это надо? Лоза должна закалиться. Она должна пройти закалку, и она тогда будет... Виноград, он лучше будет перезимовывать. Вот для чего вот нужна эта закалка. Именно для того, чтобы виноград комфортно вошел в зиму, ушел в спячку. Ну вот, на этом, наверное, все. На зиму эти лунки, в принципе, я не закапываю. Хотя, желательно, конечно, было бы их немножко окучить и закопать. Но я этого не делаю. И, в принципе, кусты хорошо перезимовывают. И проблем, как бы, ну, никогда не возникало. Потому что у меня лунка, ну, она сделана, в принципе, для полива летом, для удобства. Потому что труба эта у меня просто не работает. Поэтому тут смотрите сами. В идеале, конечно, навозить земли и окучить. А потом, ну, по весне опять разгребать, чтобы корневая лучше прогревалась. Но я заметил, что у меня при укрытии, под укрытием, вот даже зимой приедь, руку туда запускаешь, и в принципе там даже корочки льда нет. Там земля все равно мягкая. Поэтому, ну, тут тоже, опять же, решайте сами. Шпильки я использую изоляционные какие-то довольно толстые провода. Когда была стройка, старые провода, как бы от них избавлялись и мне отдали. Можно брать электрод, делать его либо такой дугой, либо как зонтик, и пришпиливать, чтобы оно лежало нормально на земле. И то земля порой выталкивает. Ну ничего, вроде держится. Короче, вот у меня примерно так выглядит на сегодняшний момент это все удовольствие. Почему я не укрываю очень рано? Значит, вот сейчас, ну, в принципе, я постоянно заметил, сейчас очень активность мышей большая, во всяком случае у меня. И в подвальчике я только успеваю подкидывать кормежку, они постоянно подъедают, и то ли новые приходят, то ли что. В общем, суть вообще не в этом. Значит, если сейчас укрыть, то мыши сейчас будут искать к зимовке себе домики делать. Если мы сейчас укроем, они сделают гнезда и могут подгрызть почки. Если мы сейчас укрывать не будем, в принципе, здесь никаких шалашей нет, они где-то найдут себе места на зимовку, и уже к морозам они уже так бегать не будут, они уже будут сидеть в своих гнездах. И здесь мы спокойно, смело можем уже укрыть, уже проверено не один раз, укрываешь, все, у меня мышей ни разу здесь не было. Если рано все-таки укрывать, я считаю, у меня котов нет, это дача, здесь некому их кормить, за ними следить, никто их не гоняет. У меня, ну, вот только так получается. Мне надо укрыть чем позже, тем лучше. Если я рано укрою, ну, останусь без почек, потому что мыши, крысы, они просто выгрызут эти почки и останусь без урожая. Поэтому, ну, как-то так. Да, недавно смотрел аналитику, у меня подписчики, которые подписаны на меня, только 30% нажат колокольчик. Проверьте активацию колокольчика, чтобы приходило уведомление о новых видео. Кому видео полезно, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем пока!